США и ЕС ввели в четверг санкции против нефтяной газовой отрасли, да, скажем так, обобщу, России. И вот вчера же Владимир Владимирович прокомментировал эти санкции. Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен. Также он сказал о том, что резко нарастить добычу в моменте не представляется возможным. И, соответственно, как фактор это приведет к росту цен, в том числе и на автомобильных заправках в самих США. Да? То есть, говоря о вот этих введенных санкциях, но говоря о ситуации в российской энергетике, для нас важно, что мы чувствуем себя устойчиво, уверенно, и несмотря на определенные потери, они, конечно, будут в связи с многими обстоятельствами, наша энергетика чувствует себя уверенно. Также он предложил задуматься, что нужно инвестировать в традиционную энергетику. Это, я так понимаю, наши с тобой любимые, начиная от дедушки угля, да, и заканчивая, так сказать, современным атомом. Прокомментируй, пожалуйста, насколько, вот, на твой взгляд, эти санкции сейчас реально затронут энергетический сектор нашей экономики и вот рост цен на заправках. Ой, давайте по порядку, потому что на самом деле забывается многое. Совсем недавно все эти события мы уже переживали. Это был 23-й год. Первый год таких жестких рестрикций в отношении российского нефтяного сектора. И мы помним, что сразу вслед за решением Джо Байдена об эмбарго на российскую нефть последовал европейский, а потом последовали бесконечные выезжи европейских, так скажем, политиков, такое слово можно подобрать, на Ближний Восток. Мотив, который предлагался странам ОПЕК, прежде всего Королевству Саудовской Аравии: вот мы Россию выгоняем с мирового рынка, давайте вы быстренько нарастите объемы, заберете их с сектора на рынке, будете богатыми, будете красивыми, будет все здорово. Мы же всегда так делали. Если кого-то удалось ограбить, то долю на рынке надо забирать. Это их логика государств, которые последние 500 лет занимаются грабежом, а также воровством, конечно, не только грабежом. Логика тех, кому они приезжали, достаточно тоже, на мой взгляд, простая. Если вы, господа покупатели, собравшись с силами, намерены вышвырнуть с мирового рынка одного из крупнейших поставщиков, и мы пойдем у вас на поводу, неизвестно, кто будет следующим. Потренируйтесь на России, будете делать то же самое с нами. Так что езжайте, занимайтесь зеленой энергетикой. Ситуация нисколько не изменилась. Мы видим ровно то же самое. Два крупнейших поставщика нефти среди российских компаний, рестрикции и опять надежда на то, что кто-то внезапно нарастит добычу, ведь добыча нефти — это очень просто, кран чуть посильнее открываешь, и она как попрет изо всех сил. Логика не поменялась ни там, ни там. В странах ОПЕК прекрасно понимают, что вот такие действия нарушат соглашение ОПЕК+, а что такое нарушать соглашение ОПЕК+, в 2020 году уже выясняли. Это больно, это дорого, и никому не интересно среди тех, кто добывает. Так что здесь Владимир Владимирович совершенно прав. Мгновенное наращивание объемов не произойдет. Ну и, наверное, самый главный индикатор того, что выдал на гора Дональд Трамп, это состояние котировок на мировых биржах. Они уверенно за вчерашний день взяли 5% вверх и сегодня движутся в том же направлении. То есть рынок понимает, что перебои, вероятно всего, будут, но понимает, что это ненадолго, рост не на десятки процентов, все достаточно аккуратненько. Все предыдущие потери цена отыграла, предыдущие потери были связаны с тем, что более-менее нормализовалась обстановка на Ближнем Востоке, вот вроде Соединенные Штаты с Россией начали общий язык какой-то находить, хотя бы признаки. Ну, все отменили. Ну, хорошо, отменили, так отменили. Что произойдет? Да, вероятнее всего произойдет смена логистики и смена третьих, четвертых, пятых рук, через которых российская нефть поступает к потребителю. Понятно, что наши потребители сейчас скажут, что видите, какие страшные санкции. Скидки давай, еще скидки давай.
Вот. Ну, спасибо Дональду Фредовичу. Даже если скидки, дисконт, как сейчас принято выражаться, будет предоставлен, то отсчитываться он будет от новой цены. То есть итоговая цена может вообще не шевельнуться. Потому что нефть в начале недели была 60, сейчас 65. Скидку будем давать от 65. Получим то же, что и было. Это первый момент. Второй момент. Не стоит забывать, что значение нефти для нашего государственного бюджета с каждым годом снижается. Растет не нефтяной сектор, и это хорошо. Понятно, что неприятности будут, но насколько они будут большими и сколько времени это займет. Но если перебирать по размерам, по объемам закупок российской нефти, ну, на первом месте традиционно Китай. Ответ Китая по-восточному вежливый. Занимайтесь своими делами. Как и с кем будет торговать Китайская Народная Республика, решат в Китайской Народной Республике. Хотим с Россией, будем с Россией. Не хотим с Соединенными Штатами, не будем с Соединенными Штатами. Отстаньте. Индия пока молчит. Но что касается Индии, здесь соображения тоже достаточно, на мой взгляд, простые. Повышение пошлин в отношении индийских товаров за то, что Индия продолжает работать с Россией в нефтяном секторе, прозвучало еще летом. И поверить, что все это время в Индии никто не готовился к тому, что нефть надо будет покупать не у России, а у какой-нибудь сингапурской или компании, или там, не знаю, таиландской, или любимая компания с островов Зеленого крокодила, Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что там уже все готово, на самом деле. Третье, по объемам традиционный донор Даган. Тут вообще ничего говорить не надо. Он молчит. Можете рассказывать все, что угодно. Вместо Роснефти и Лукойла возникнет кто угодно еще. Так что, может быть, какая-то схема логистики и поменяется, но вряд ли кардинально. Синхронно с действиями за океаном Европейская комиссия тоже ввела какой-то там по счету пакет санкций. То есть, уважаемые телезрители, вы опять будете смеяться, но Евросоюз опять принял пакет санкций. Там в очередной раз новые суда Серого флота, более 100 штук. В очередной раз напоминаю, что сама эта устойчивая идиома, серый флот, серый танкер, серая нефть, все серое. Это господа дальтоники, живущие в Европе, пытаются назвать серым вообще все, что им в голову взбредет. Серый флот – это суда, которые не принадлежат европейским компаниям, которые не пользуются европейской страховой системой. Прежде всего, Ллойда. Ллойд по итогам 2024 года уже сообщил, что за 2 года к нему стали обращаться с страхованием морских перевозок нефти на 34% меньше. Ну, молодцы. Молодцы, можете продолжать в том же духе. Таких судов много, их вполне все устраивает. Морское право не позволяет отказаться от полиса, который выдан государственной компанией. У нас это перестраховочная компания. Кто придумал название, не знаю. Большое спасибо. Его легко запомнить, по крайней мере. Мы стали признавать полисы других стран, Турции, Индии и так далее. То есть мы работаем без них. Эти танкеры уходят просто вот разделение. Есть некий флот, который обслуживает европейских потребителей, и есть флот, который обслуживает всех остальных. Все. Больше изменений нет. Чем больше вот таких списков со стороны Еврокомиссии, тем жестче линия разделения. Мы ушли от вас и больше не вернемся. Можете там плодить ваши списки сколько хотите. Вот, собственно говоря, вся конструкция. Понятно, что больше пострадает Лукойл, у него есть зарубежные проекты, а в списке, который выдала на гора Министерства финансов, отнюдь не 2 компании, а масса дочерних. Понятно, что для того, чтобы решить конфликтную ситуацию в Северном Причерноморье, наиболее важные, конечно, санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в городе Комсомольске. Сразу после этого мы бежим и подписываем любые условия. Как нам еще? Ванкор нефть попала под санкции, дочерняя компания Роснефти. Ну, конечно, после этого все, мы останавливаем все боевые действия, а как же иначе?
ну и так далее. Сызранский нефтеперерабатывающий завод пострадал, тоже огромное влияние на все имеет. Понятно, что вот уже сутки под ударом находится украденная Германией компания Роснефть Deutschland. Там в тексте санкций, если более 50% принадлежит «Газпрому», все, вы в рестрикциях. Завод в Швеции, 54% у Роснефти. Здравствуйте, или как там, Guten Tag. Как заявил Мерц, он, конечно, обо всем договорится, все решит, но на день сегодняшний завод под санкциями. Завод украден был, переведен под управление государством, акции не продали. Ну, вот отдыхайте. Кто отреагирует первым, мне кажется, большой друг Германии и Польши. Они дружат давно, столетиями, у них дружба продолжается изо всех сил. Основной объем нефти на переработку идет не по Транснефти из Казахстана, а из порта Гданьска. Тут действия могут быть достаточно линейными. Вы в санкциях, все, извините, до свидания. Вот. По-моему, неплохо получилось. Мерц будет волноваться, но ему это полезно. Может, голова работать начнет. А может быть, добьется исключения, может быть, не добьется. В интересной ситуации оказывается Болгария, которая тоже сражалась за продажу завода, принадлежащего Лукойлу, каким-нибудь третьим лицам, пока не нашла. Ну, очевидно, что какой-то запас нефти, конечно, на заводе есть, какое-то время он поработает, а потом останутся санкции. Бей своих, чтобы чужие боялись. Это прекрасный лозунг, которым руководствуется мистер Трамп. Удачи ему в этом направлении. Что касается наших интересов, вот наших с тобой, нам главное, чтобы в наш государственный бюджет нефть давала доход. Может быть, увеличится дисконт, но от более высокой цены, по идее, ничего не изменится. Ну, собственно говоря, в каком месте Владимир Владимирович был неправ. То, что он десятилетиями говорит о том, что излишняя увлеченность зеленой энергетикой отвлекает деньги из традиционных отраслей энергетики, говорил. Не услышали? Ну, тогда занимайтесь рестрикциями. Рестрикциями занимайтесь, хотя вы уже взрослые, но вы это любите. Так что, ну, вот все комментарии. Что еще можно сказать? Посмотрим, насколько поднимутся котировки, посмотрим, с какой скоростью будут решены логистические и юридические проблемы. Фонтан нефти, причем марки Юрос, в Малайзии, там, в Таиланде, в Сингапуре. Мы говорили в прошлой программе. В Объединенных Арабских Эмиратах вот офис какой-нибудь компании Пупкины сыновья, и прямо вот из стола фонтан нефти. Ну, что поделаешь, бывает. С геологией она вот иногда такие сюрпризы. Да. Ну, как я и говорил, тема у нас с тобой, наверное, одна. Это где-то уже наступивший отопительный сезон, где-то только к нему готовятся, где-то даже и не думают готовиться. Давай начнем с востока на запад, да, и начнем, как ни странно, с Японии, которую тоже призывают отказаться от российского сжиженного природного газа, СПГ. Но вот мне понравились комментарии японских экспертов, да, вроде бы как говорят о том, что объем российского СПГ на японском рынке не такой большой, порядка 9%, но некоторые провинции сидят просто на СПГ Сахалин-2 на 50%, где-то на 20%, и японцы просто в шоке, когда слышат от американцев, что давайте откажитесь, и вот зима, да, и а чем мы будем отапливаться? Ну, раньше я не замечал, что Япония родной брат Турции, она участвует во всем. Помнится, большая семерка США и их маленькая шестерка придумали прайс-кап, потолок цен для российской нефти. Япония тут же подписалась, но для нее сделали исключение, поскольку нефть Сахалина, она вот близка, родная. И ну, потом вот есть исключение. По СПГ тоже есть исключение. Это совершенно очевидно, потому что Сахалинский завод по сжижению природного газа на таком расстоянии от Японии, что перебить по ценам не может никто. Просто по определению любая другая транспортировка, если, допустим, СПГ произведен на территории Штатов, то это прогулка через Панамский канал или с Сахалина. Ну, вот почувствуйте разницу. Если это СПГ из Катара, то это
все мыслимые и немыслимые опасные моря. Йемен не даст соврать. Риски, расстояния, и вот он Сахалин. Ну, конечно, Япония будет рассказывать о том, что она всех поддерживает, но СПГ, пожалуйста, продолжайте поставлять. Япония, в отличие от тех же французов, из проекта Арктик СПГ-2 не вышла. Да, не самая большая доля, 10%, но и доля российского СПГ на японском рынке от 8 до 9%, ну, от 9 до 10, там, в зависимости от сезона. Так что Япония ведет себя, по-моему, вот, погостили в Стамбуле, записали, как правильно произносить слова, мы со всеми, мы с вами, но сделаем исключение. И напоминаю, что есть знаменитая формула Пуяны, это руководитель Total Energy, вот, ну, просто прекрасно, это можно отлить в бронзе. Его спросили, почему он не выходит из акций Ямал-СПГ. Ответ был совершенно колоссальный. Я изо всех сил поддерживаю миротворческие устремления нашей уважаемой Европейской комиссии. Я бы с огромной радостью просто вот выскочил бы из этого акционерного капитала, который мне просто омерзителен. Но ведь что произойдет? Тогда эти акции попадут в распоряжение Путина. Поэтому я не выхожу. Я буду держать акции. Просто чтобы вот назло Путину. Вот. Отличная формула, по-моему. Вообще никому никуда не надо уходить, потому что все попадает в руки Путина просто мгновенно. Вот формула, по которой намерена жить Япония. Единственное изменение, которое мы в торговле с Японией видим, уголь перестал поступать в Японию. Все остальное, как было, нефть как шла, так и идет. Тем более, что марка «Сокол» премиальная по отношению к бренду, низкосернистая, хорошая, качественная нефть. Поступает, потому что это выгодно. СПГ поступает. От всего остального Япония отказалась. Ну, по крайней мере, у нас сейчас даже постоянство, это уже небольшой выигрыш. Япония к отопительному сезону, да, ей готовится сложно, потому что у нее нет на ее территории подземных хранилищ газа. Матушка природа не распорядилась. Работать приходится с регистрационных терминалов. То есть логистика там крайне жесткая. Любой каприз погоды может привести к всевозможным перебоям в обеспечении как электрической, так и тепловой энергии. И это еще одна причина, почему поставки с Сахалина максимально важны. Потому что даже если какой-то катаклизм происходит, то можно попытаться договориться об ускорении поставок, чтобы не произошло нигде коллапс. Так что в этом отношении Япония совершенно меркантильно себя ведет, приукрашивая реальные действия нереальными красивыми словами. Мы с вами, мы впереди планеты всей, мы вас любим, мы вас ценим. СПГ в этот порт, пожалуйста. Да, мы вас любим, мы вас ценим. Нормальное поведение. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.